Предлагаю сегодня попытаться заглянуть в суть вещей и разобраться в фундаментальном и крайне важном для нас практическом вопросе. Почему в одних и тех же ситуациях одни люди вечно недовольны и расстроены, то есть ропщут, а другие в тех же самых обстоятельствах жизни сохраняют бодрость духа и по-прежнему довольны жизнью, то есть по сути остаются счастливыми людьми? Для меня является очевидным, что отличительной особенностью в характере и поведении верующих людей является состояние довольства жизнью. Апостол так описывает состояние сердца верующего человека. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольствоваться тем. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. С другой стороны, Писание также четко порицает ропот и недовольство в сердце человека. Апостол Иуда характеризует подобных людей в весьма жесткой форме. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Чуть выше этих самых ропотников апостол описывает как людей дважды умерших. Это очень суровое, даже страшное определение. В Писании состояние второй смерти – это максимально возможное из всех наказаний за отступление от Бога. Также Иуда отмечает, что ропотники – это те, кто отвергают начальство и злословят высокие власти, а также являются людьми не духовными, а душевными и представляют собой опасность для собрания Божьего, как горький разлагающий корень. В жизни мы можем наблюдать, как разные люди, оказавшись в одной и той же жизненной ситуации, ведут себя совершенно по-разному. Пошел, к примеру, на улице дождь. Один жалуется, что из-за этого дождя он теперь не может выйти на улицу или сделать то-то и то-то. Или что этот дождь, и серость, и сырость, и холод ему уже изрядно надоели. Или что-то в этом духе. А второй человек почему-то бодр и весел, и радуется, что на земле есть не только солнце, но и вода с неба. Или, например, не выдали на работе премию, на которую рассчитывал коллектив. Кто-то никак успокоиться не может с досады, ругает и начальство, и работу, и саму жизнь, а другой уже давно забыл про ту премию, идет по улице, мороженое в магазине купил, облизывает, жизни радуется. Почему так происходит? Почему один будет дуться полдня из-за того, что не смог съесть еще одну пачку йогурта, а другой, получив мизерную пенсию, будет по-прежнему радоваться жизни и излучать оптимизм? В чем глубинная причина ропота в людях? С этой целью предлагаю сосредоточиться на известной библейской истории, произошедшей во времена Исхода. «И двинулись все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши? И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта? Чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». А вот еще один случай. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом. И сказал Господь Моисею: вот, я дождю вам хлеб с неба. И сказал Моисей: узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него,
А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. Обратим внимание на следующее положение вещей в ситуациях, происходивших во времена Исхода. Вот из Египта вышел народ. Согласно четкому свидетельству, этот народ вел сам Бог. И весь Израиль, будучи под водительством Всевышнего, оказался в весьма экстремальных условиях безжизненной пустыни Син. Евреи забрели в жестокую пустыню не потому, что они сами избрали свой маршрут и поэтому заблудились. Их привел в это место именно Господь. Понимал ли Израиль, что они оказались в столь жутких условиях именно потому, что их туда привел Бог? Читая библейское свидетельство об этой ситуации, я прихожу к убеждению, что нет. Евреи, оказавшись без воды, полагали, что их по ошибке завели именно Моисей с Аароном. То есть Израиль воспринимал так, что их руководители по своей бездарности заблудились и обрекли теперь весь народ на жуткую смерть. И это восприятие ситуации вызвало истерику среди народа. Израильтяне, с одной стороны, считают себя обществом Господним, и, я так понимаю, у них в мыслях прямым образом не было жалоб в адрес самого Бога. Моисей же обращает внимание израильтян, что, обвиняя его, они на самом деле жалуются на Бога, потому что Моисей знает, именно Бог привел народ в это место и допустил в их жизни подобное положение вещей. Когда не было воды или когда они были сильно ограничены в пище. Предлагаю зафиксировать этот момент. Отметим вот еще что. Бог по определению источник всякого благословения, в нем жизнь и жизнь с избытком. И именно этот Бог привел израильтян в место, где они не могли найти воды. Я хочу, чтобы мы сейчас как можно яснее осознали патовость, катастрофичность той ситуации, в которой оказались тогда евреи. Подчас мы расстраиваемся из-за того, что кто-то съел лишнюю порцию в столовой, а не мы. Подчас мы жалуемся, что у нас не хватает денег на отпуск в Египет или в Турцию. Но и у израильтян было несравненно более веские причины жаловаться и стонать, чем у многих из нас. Огромное количество людей, домашний скот, малые дети, им всем нужна вода, чтобы выжить. И эта вода нужна им в пустыне, а это совсем не то же самое, что вы забыли попить с утра воды в наших средних широтах. В пустыне, где неимоверная жара и сухость воздуха, полное обезвоживание организма без пополнения его жидкостью происходит за 6 часов. И вот этой самой воды народ никак не мог найти в той местности, куда их привели их лидеры. И согласитесь, что отсутствие жизненно необходимой влаги в той местности выглядит несравненно более веской и оправданной причиной для вопля и истерики со стороны тех израильтян, чем чье-то недовольство тем, что начальство слишком много работы задает, или уныние от того, что огурцы в магазине разобрали до твоего прихода. Но при этом реакция Всевышнего на возмущение жаждущих людей, который сам же и привел их к этому положению, очевидно отрицательная. «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас с числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемлю руку мою, клялся поселить вас». И хотя этот отрывок относится к несколько иной ситуации, когда израильтяне испугались жителей Ханаана, с которыми им предстояло столкнуться, но Бог, когда произносит в том эпизоде упреки израильтянам, «доколе злому обществу сему роптать на меня», очевидно озвучивает свое отношение в целом к неоднократным жалобам израильтян, которые они проявляли до этого. И повторюсь, причины для расстройства у этих людей были куда более весомыми, чем у многих из нас, когда мы жалуемся на жизнь. Евреи не находят в пустыне воды – это угроза смерти от обезвоживания нас и наших детей. Нехватка еды – это угроза голодной смерти. Нам предлагают вступить в схватку с 3-метровыми великанами? Да вы что, граждане, они ж нас как тараканов передавят, имейте ж совесть. Но Всевышний выслушивает все это и говорит: «Не войдут такие в мой покой за неверие». Люди навечно лягут костьми в сухой безжизненной пустыне только за то, что жаловались на отсутствие воды для своих детей и животных.
И задумайтесь вот над чем. Как мы с вами выглядим в глазах Всевышнего со всеми своими жалобами и возмущениями по разным поводам. Если даже тех древних израильтян ждала гибельная участь по причине их жалоб. А, собственно, в чем эти люди виноваты? И вообще, для чего Бог доводил их до подобных патовых ситуаций? Чтобы разобраться в сути происходящего, в самих мотивах Всевышнего, рассмотрим ситуацию, происходившую приблизительно в то же время, что и ропоты израильтян, но имевшую совершенно иной характер поведения ее участника. «И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие». Моисей не ел и даже не пил 40 суток. Как такое вообще возможно? Это один вопрос. Второе. Почему, когда израильтяне начали жаловаться и вопить от расстройства, когда они в течение, как я понимаю, весьма короткого времени не могли найти воды, Моисей со своей стороны абсолютно не выказывал ни тени недовольства тем положением, в котором он оказался? Не прикасался ни к еде, ни к воде аж 40 дней, и при этом на выходе был не черным от расстройства, а светился. Не кожа у него просвечивалась от худобы, а он сам светился, излучал свет. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Моисей сиял от того, что Бог говорил с ним. И хоть Моисей буквально светился, сейчас, чтобы понять суть вещей, я предлагаю нам произвести вполне законную в данном случае манипуляцию в собственном сознании. Есть такое выражение «светиться от радости». Моисей светился, потому что с ним говорил сам Бог. И перед этим не ел и не пил больше месяца, а прочие израильтяне за полдня расклеились, когда не смогли обнаружить воды. Вы замечали в своей жизни следующее? Когда парень и девушка влюблены друг в друга, то им по большому счету все равно, где они находятся и что вокруг них происходит. Для них главное, что они вместе. Почему? Потому что они любят друг друга. Им интересно друг с другом. А это значит, что их внимание всецело поглощено друг другом. До такой степени, что молодые люди могут вообще не обращать внимания на то, что происходит вокруг них. И вот эта особенность поведения характерна для всех видов любви, как человеческой, так и Божьей. Есть, например, материнская любовь. Она проявляется в том, что внимание матери поглощено ребенком. Родительница сосредоточена на судьбе своего ребенка, на его поведении и самочувствии. Абсолютно тот же принцип поведения проявляется и в случае Божьей любви или любви к самому Богу. Когда мы едины с Ним, когда весь наш интерес заключен в нашем Творце, когда мы осознаем свое счастье, свою радость в Боге, в Его присутствии и общении с Ним, то все остальное в нашей жизни уходит на задний план. По большому счету человек перестает замечать, что происходит вокруг него и с ним лично, поскольку объект его самых сильных желаний и стремлений, в данном случае это сам Всевышний, достигнут им. Он счастлив. Я так понимаю, именно это состояние Иисус называет первой любовью. А все остальное, идет ли дождь на улице или светит солнце, есть ли у меня жилье или я не знаю, где головы преклонить, есть ли у меня под рукой 2-литровая бутылка воды или она нигде не обнаруживается мной в данный момент, все это не столь важно, поскольку тот, кто мне наиболее дорог, он со мной, он любит меня и решит всякую мою нужду. Каким образом? А любым, каким он посчитает нужным. Главное, что Бог со мной, а я с Ним. Таково удивительное свойство любви. Но есть и противоположное положение вещей. Если мне Бог не интересен, если я не нахожу своего счастья в Нем, то мое внимание и мои силы однозначно будут поглощены чем-то иным. Карьерой, едой, во что одеться или во что обуться, политикой, политиками, рок-поп-звездами и уймой прочих вещей, в которых при отсутствии Бога, как объекта своих желаний, человек будет видеть главное, важное для себя. А значит, все эти вещи и явления или их отсутствие будут вызывать в таких людях
сильные чувства и эмоции. И чем больше места они занимают в нашем сердце, тем сильнейшее воздействие эти вещи и явления будут оказывать на состояние нашего сердца, в том числе на его самочувствие. Внимание человека всегда сосредоточено прежде всего на том, что он считает для себя наиболее важным. Моисей видел свое счастье в Боге и в тесном общении с Ним. И когда он имел это общение, то все остальное, в том числе, что есть и что пить, уходило на задний план. Но у остальных израильтян отношение к Творцу было совершенно иным, чем у Моисея. Всевышний был им в общем и целом мало интересен. Поэтому их внимание было сосредоточено на совершенно иных вещах. На огурцах и дынях, на мясе и воде. И, естественно, их наличие или отсутствие вызывало повышенную реакцию со стороны израильтян. Исходя из всего вышеизложенного, для меня становится очевидным, что ропот, постоянные жалобы на жизнь, недовольство своим положением являются четким свидетельством или индикатором отсутствия у человека интереса к Богу, а значит и отсутствие тесных отношений с Творцом. Ропотники – это люди, которым Бог мало интересен, поэтому их внимание, а значит и их переживания сосредоточены на чем-либо ином. И когда что-то случается не так, как ожидается, или хочется таким людям с теми вещами, которыми заполнено сознание таких людей, то, естественно, это провоцирует депрессивное настроение, жалобы и недовольство. Теперь, друзья, хочу предостеречь некоторых из вас от опрометчивых неразумных шагов. Иногда ли, влекомые религиозными чувствами, люди пускаются в 40-дневные жесточайшие посты, беря пример случая, когда герои веры, такие как Моисей и даже сам Сын Божий, совершенно не ели по месяцу и больше. И человек полагает, что и ему следует повторить этот подвиг веры и стать ближе к Богу через пост и молитву. Тем более, что само Писание поощряет как пост, так и молитву. И человек, добровольно опускаясь в подобные посты, доводит себя до инвалидизации, а бывало случалось и летальные исходы. Как говорится, заставь глупого Богу молиться, он и лоб расшибет. Повторюсь, подобные эпизоды крайне редки, но СМИ, для которых всякие нездоровые сенсации являются их хлебом, любят раздувать, как вы понимаете, эти эпизоды не в пользу Христа. В чем проблема подобных людей? В чем их фанатизм? В том, что следует четко понимать, что Моисей или Иисус могли не есть и не пить по 40 дней не потому, что они сильно хотели достичь Божьей святости, а потому что они уже были в ее присутствии, в присутствии Божьем. Бог бесконечно свят, бесконечно совершен, и человеку в принципе невозможно приблизиться к Богу никакими человеческими поступками, в том числе никакими даже самыми жесточайшими постами. Вернемся теперь к эпизоду, произошедшему в пустыне с Израилем, и попытаемся осмыслить еще один крайне важный для нас момент. Почему Бог допустил для своего народа столь тяжелую ситуацию? Привел их в место, где они не могли найти столь необходимой для них воды. Можно рассуждать так, что Бог хотел испытать свой народ. Так сказать, приведя израильтян в неудобное место, Всевышний решил понаблюдать, как эти люди проявят себя в трудной для них ситуации. Будут ли они доверять Ему и в случае нужды просто обратятся к Богу за помощью, тем самым проявив веру. Либо же будут ропотничать. В принципе, я не буду отрицать возможности подобного мотива со стороны Всевышнего. Но в целом я готов мыслить следующим образом. Господни пути неисследимы. Да, собственно, и мы, люди, что-то совершаем или создаем свои планы по причинам совершенно разнообразных мотивов и целей, подчас совершенно непонятным, непостижимым для других. Но в отличие от нас, людей, Всевышний на всех своих путях, сколь бы они необычными кому-то ни казались, вообще не имеет никаких проблем с решением тех ситуаций, которые могут возникать при прохождении Его путей для достижения Его целей. И эпизод пустыни в очередной раз подтвердил это. Ведь все, что нужно было сделать израильтянам в случае необнаружения ими воды, это просто, без паники, сохраняя мир в сердце,
обратиться к Всевышнему для разрешения возникшей, по их мнению, проблемы. Да, собственно, Моисей именно так и поступил. Обратился к Всевышнему, и тот совершенно простым для него образом удовлетворил просьбу пророка. А шуму-то было из-за чего, спрашивается. Я так думаю, что нам не стоит искать каких-то особых испытывающих мотивов со стороны Всевышнего, приведших израильтян к конкретной ситуации в пустыне Син. Бог просто вел свой народ к заветной цели, вел его тем путем, которым считал нужным, не видя на избранном им маршруте каких-то проблем ни для себя, ни для своего народа. Но в какой-то момент, там, где Бог вообще не видел никаких препятствий, их почему-то узрели израильтяне и ударились в истерику. И вот в этом вопле недовольства и паники и проявилась их отчужденность, недоверие к Творцу. Один мой знакомый как-то поделился со мной показательным примером из собственной жизни. Будучи еще маленьким мальчиком, он шел через одну местность со своим отцом. И вдруг на их пути он увидел ров, через который надо было как-то пройти, чтобы можно было продолжить путь дальше. Моему знакомому, маленькому мальчику, этот ров показался страшно большим. Настолько огромным, что он не мог представить, как его можно вообще преодолеть. И тут неожиданно отец подхватывает мальца под руки и одним прыжком легко перешагивает эту траншею. И они снова, как ни в чем не бывало, продолжили свой путь. Друзья, очень хочется, чтобы мы ни о чем не смущались, всегда были довольны и в любой ситуации имели надежду на Господа, помня о Его силе и отцовской любви к нам, Его детям.